Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. Я Светлана, и мой сад находится в Украине, Киевская область. Ну что, началось? Мы этого так долго ждали, всю зиму. А розы затмевают все и всех. Я не успеваю пионы снимать, а тут уже они, одна за другой, спешат красоту успеть показать первыми. Я за ними соскучилась за зиму больше, или они за мной, не знаю. Сегодня расскажу о 3 плетистых розах, которые в игре на перегонки заняли первые 3 места. Первые, кто открыл сезон 2023 в моем саду. Обзор этих сортов я сделаю позже, когда они будут полностью в цвету. А сегодня эти 3 чудесницы готовы показать вам себя в полураспуске, в первую волну цветения. И это не Пьер де Рансар, хоть он весь на бутонах, и сегодня раскрылся первый цветок уже. Не Герлянд Амур, не Шнии Вальцер и даже не Парфюм Роял, мой фаворит, а абсолютно другие красивые розы. Интересно, что в прошлом году первая была плетистая роза Хендель с большим отрывом от остальных, а в этом совершенно другие лидеры. Год на год не приходится, видимо. Ну что, кто у нас там первый? Роза Айсберг. Невероятная. Пена белых цветов, которые как будто не перестают цвести вообще. Их настолько много, что при полном распуске у этой плетистой розы не видно листьев. Сейчас айсберг мой расцвел всего процентов на 10, но как уже красив. Форма цветка очень эффектна в полураспуске. Похожа на чайно-гибридный бокал классической розы, только маленький. Относится, как ни странно, не к плетистым розам, а к флорибундам. Размер цветка небольшой, примерно 6-7 сантиметров. Это одна из самых лучших чисто белых роз. Она очень популярна во всем мире. Рассмотрите себе ее, если вам нравятся белые розы, как и мне. Куст очень раскидистый, очень высокий. Цветы собраны в большие гроздья. У меня на арке она смогла взять первенство и затмить и розариум Ютерсон, и даже эльфа. Я пытаюсь обрезкой контролировать куст, но пока он не соглашается со мной, цветет непрерывно. Перерыва в цветении нет. Как и аромата. Аромата у этой розы тоже почти нет. Зато она отлично держит дождь и солнце. У меня на полном солнце на арке растет. Розой этой довольна очень. На моем берсо, это несколько соединенных между собой арок, она смотрится, наверное, самая эффектно, издалека видна. Заходишь на участок, и яркое белое пятно видно издалека. Рассмотрите как вариант эту розу. Первой зацвела в моем саду Night Owl, ночная сова. На сегодня, 7 июня, она на 90% в своих цветах. Хочу сказать, что роза очень неординарная. Объясню позже почему. Современная яркая роза селекции 2005 года, относительно молодая. Это крупноцветковый клаймбер. Этот куст у меня посажен прошлой весной. Потенциал виден. Мощная, сильно рослая и раскидистая роза. Цветет волнами. То есть перерывы, когда она стоит и просто листьями украшает участок. Цветок держит очень долго. Цветет соцветиями по 10, 12, 15 цветков в одном.
морозостойкая и устойчивая к болезням. Абсолютно ничего ее не берет. Лист зеленый, красивый, почти глянцевый. У этой розы есть награда, и в 2011 году она получила звание «Золотой стандарт». Цветы полумахровые. Уникальная и узнаваемая окраска цветка. Темно-темно-вишневый, белый центр и золотистые тычинки. Очень легко ей подобрать в компаньоны розы. Она очень украшает клумбу и розы своими пурпурными лепестками. Смотрится выигрышно, как на оттенке, на таком, на контрасте. Цветок почти бархатный. Издалека на него смотришь, как бархатная бумага. Отлично держит и дождь, и солнце. Лепестков немного, она не плотно набитый бутон, всего 8, 10, 12 полуволнистых лепестка. Что еще у этой розы? Очень приятный и ненавязчивый абсолютно аромат. Средний такой. Хотя я вообще-то при покупке роз на аромат, честно говоря, внимания не обращаю. Потому что я по ощущениям человек-визуал. Мне нужна красивая картинка, а аромат не так и важен. Но у нее легкий аромат вишни и чего-то еще такого неуловимого. Может быть, гвоздики, не гвоздики. У меня сейчас гвоздика садовая по всему саду цветет. Каких-то, может, специй. Но не такой ненавязчивый розовый аромат, абсолютно приятный. У кого есть такая роза и нравится аромат, знайте, что мы чем-то похожи. Этой розой довольна очень-очень. Посадила поэтому второй куст прошлой осенью на клумбу с пурпурными розами. Посмотрим, как она там будет себя вести. Еще, кстати, не зацвела. Оба куста будут украшать стены дома. Пока тут еще у нас стройка и не видно. А так я хочу окна завить всеми плетистыми розами, которые посажены в этой зоне. Ну и, наконец, наш алхимист. Настоящий волшебник. Роза-хамелеон. Очень изменчивый окрас у этой розы. От персикового к золотисто-желтому, а потом к насыщенно-розовому. И интересно, что один цветок может несколько переходов иметь плавных. Он как переливается этими оттенками, и в зависимости от температуры тот или иной цвет держит дольше. Или желтый, или розовый, или персиковый. Цветет кистями. Цветы квартированные напоминают старинные розы. Но это однократно цветущий клаймбер. Этот алхимист ввел меня в заблуждение. Я думала, это рамблер. Я когда рассказывала про опоры, сказала на эту розу, что я в прошлом году ее фонтаном, мягкие ветви, сделала фонтаном. Запутал меня алхимист совсем. В общем, роза неоднозначная. У меня растет 3-й год. В прошлом году я на специальную, на круг разложила ее, и получился такой вверх, а потом вниз ветви, как фонтаном. Они были пластичные, почему-то очень длинные и мягкие. В этом сезоне все пошло совсем не так. Я ее разложила веером на опору и еле-еле закрепила, с учетом, что перед этим ее 2 или 3 дня проливала, чтобы ветви согнуть. Как так получилось, не знаю. Алхимист настоящий. Стебли очень колючие и очень плохо гнутся. Она мощная и раскидистая. Учтите это при посадке. Аромат у розы почти неощутим. И отвечаю на вопрос, почему же она неоднозначная. Цветок по продолжительности держит среднее. Недолго и не мало. И не быстро отцветает, и недолго. Ну, все зависит от температуры воздуха, конечно. Второе.
Она однократно цветущая. Имейте это в виду. Несмотря на такую красоту переливов, она однократно цветущая. И что самое, может быть, не очень приятное, конечно, для всех розоводов, она слишком расположена к черной пятнистости. Я это знала, но в прошлом сезоне как-то пропустила одну обработку фунгицидами, и все. Алхимист у меня полулысый или почти даже лысый стоял до самых морозов. Сразу же весь в пятнах, листва засохла и опала. Новая уже не наросла, и никакие дальнейшие обработки ей не помогли. В этом году буду за ней усиленно смотреть и бороться. Такие красивые цветы, и такая она привередливая. Ну, во всяком случае, у меня. Может быть, у кого-то по-другому? Напишите в комментариях. Присмотритесь к этим розам, если выбираете в разные зоны новинки себе на осень. Кстати, осенние посадки розы у меня всегда лучше и быстрее выходят из зимы и раньше зацветают даже. Я почти все розы свои стала сажать осенью. На сегодня у меня все. Встретимся через несколько дней в моем саду.